Рад приветствовать тебя на своем канале. В этом видео расскажу о полезных программах для твоего ПК, которыми сам пользуюсь и которые смело могу порекомендовать. Надеюсь, ты взял что-нибудь вкусное и готов к просмотру полезного контента. Меня зовут Земи, приятного просмотра. Начну свой топ с приложения PowerToys, и по сути это целый набор полезных программ в одной. К слову, это приложение от самих Microsoft, которое они почему-то не ставят в винду по дефолту. Скачать мощные игрушки можно в официальном магазине приложений или на GitHub. Расскажу о нескольких функциях, которыми пользуюсь лично сам. Fancy Zones позволяет создавать макеты окон или настраивать имеющиеся как вам угодно. Теперь при зажатии клавиши Shift окно программы примагничивается по сетке, и не нужно тратить время на расположение множества программ на экране. Цветоподборщик, как понятно из названия, помогает быстро выбрать нужный цвет с любого элемента на вашем экране. Для этого нужно всего лишь активировать пипетку горячими клавишами, и можно узнать код любого цвета. Очень сильно упростит работу тем, кто хоть как-то связан с дизайном. Еще одна полезная функция — это PowerToys Run. Нажимая комбинацию клавиш Alt плюс Space, поверх всех окон появляется маленькая поисковая строка. С ее помощью можно быстро найти файлы на компьютере, открыть любое приложение, найти информацию в интернете, и даже простенький калькулятор тут работает. Это гораздо удобнее, чем стандартный поиск Windows. Я рассказал далеко не обо всем, что умеет эта утилита, а только о небольшой части, потому что это тема для отдельного ролика. В PowerToys нет даже примитивных ножниц, но зато есть очень годное приложение ShareX. Это программа с открытым исходным кодом, которая помимо скринов умеет редактировать изображение прямо на ходу. То есть выбираешь нужную тебе область и сразу можешь добавлять смайлики, стрелочки, текст и все, что тебе нужно. Это очень удобно, так как не надо ничего мутить в фотошопе. Просто делаешь скрин и отправляешь его друзьям через Ctrl-V, поскольку изображение сразу добавляется в буфер обмена. Помимо этого, ShareX также умеет записывать гифки и видео с веб-камеры и сразу после записи отправлять их в облачное хранилище. Вариант, куда будут отправляться твои файлы, тоже можно настроить, например, на почту, в социальные сети или на хостинг изображений. Также при помощи ShareX можно создавать и декодировать QR-коды. Очень удобная функция, помогает узнать, что зашифровано в том или ином коде, и не нарваться при этом на вирусы. Я думаю, что каждый хотя бы раз пользовался пакетом программ от Microsoft, например, Word или Excel. Но это платные программы, и если ты, как и я, не пользуешься ими каждый день, а только несколько раз в месяц или даже год, то платить за это я не вижу смысла. Да, можно было бы скачать крякнутую версию, но зачем, когда есть бесплатный аналог с открытым исходным кодом и идентичным функционалом? Я говорю про LibreOffice, ведь он включает в себя такие программы, как Writer для обработки текстовых документов, Calc для работы с электронными таблицами, Impress для создания презентаций, Base для работы с базами данных и Draw для создания рисунков и диаграмм. Помимо этого, LibreOffice совместим с форматами файлов Microsoft Office, а это значит, что я могу написать сценарий этого ролика в программе Writer и скинуть его тому, у кого есть Word, и он сможет открыть этот файл без проблем. И в дополнение ко всему этому, LibreOffice полностью бесплатен не только для личного использования, но также и для коммерческих целей. А следующая программа поможет вам восстановить случайно удаленные файлы с диска, флешки или любого другого носителя информации. Это Recuva, бесплатная утилита, которая справится с восстановлением данных даже после форматирования диска или краха системы. Не всегда результат 100%, но если файлы были удалены недавно и не перезаписывались, то результат будет положительным. Если при обычном сканировании файла обнаружить не удалось, то можно провести глубокое сканирование, и тогда вероятность восстановления давно удаленных и поврежденных файлов гораздо выше. Также в окне предварительного просмотра можно увидеть восстанавливаемые файлы, чтобы не восстановить лишнего. Эта программа всегда находится на моем компьютере, ведь никогда не знаешь, когда она может пригодиться. Еще одно полезное приложение, о котором я хочу рассказать, подойдет далеко не всем. И я долго думал, стоит ли включать его в этот список или нет, но все же решил включить, потому что оно мне очень упрощает жизнь. Ну и может кому-нибудь еще будет полезно. Это Obsidian, некий аналог блокнота, но гораздо круче. Смысл этого приложения в создании заметок и связывании их между собой посредством гиперссылок, создавая единую базу знаний. По сути, это личная Википедия. Также тут работает быстрый поиск по ключевым словам и тегам, а еще есть возможность встраивать фотки, таблицы, имеется встроенный плеер и даже видосик с YouTube можно смотреть прямо тут. Все это позволяет записывать сюда важную информацию, а после быстро возвращаться к ней и понимать, зачем и в каком контексте это было записано. Также Obsidian поддерживает огромное количество сторонних плагинов, которые оптимизируют работу с заметками. Рассказывать обо всем этом более подробно я не вижу смысла, так как у меня канал не про это, и даже если бы я хотел рассказать только о сторонних плагинах, то мне пришлось бы создать целый плейлист, ведь сейчас их почти 1400 штук. И все это абсолютно бесплатно для личного использования. Такой вот список получился. Напиши в комментариях, чем ты пользовался, какие приложения из топа тебе будут полезны или что бы ты хотел в него добавить. Также можешь посмотреть другие мои ролики, мне будет очень приятно. Подписывайся на канал, ставь лайк, если ролик тебе понравился, и до скорого.